Доброе утро. У нас 7 утра. Начинается наше путешествие с Богданом. Сначала в Краков на пару ночей, а потом в Закопане, наверное, поедем в горы, на природу. Сейчас посмотрим, на какой перрон. Вот и наш поезд. Четко приехали. Мы садимся с Лодзи Фабричного. Это самый большой вокзал Лодзи. Тепло здесь так. Что ты делаешь? Не успел сесть в поезд, как раз темнеешь. Это полностью крытый стадион на 18 тысяч мест. Представляете, там даже подогреваемый газон. Да, надо, конечно, поспать, потому что спали всего лишь я 4 часа. И у нас есть 3 часа, чтобы поспать. Тут мне бы хотелось отметить, что, покупая билет с местом, тут отмечается твоя начальная и конечная станция, чтобы другие люди не заняли твое место. Наконец-то на свежем воздухе. Погода солнечная, хотя обещали тучи, дожди. Офигенски. Что мы в Кракове. Краков, Краков, ты прекрасен. Покажи свою краковскую колбасу. Это мы так встречаем Краков. Прикольно. Средь белого дня. В Польше аборты разрешены только при угрозе жизни женщины, инцесте или изнасиловании. И то еще это нужно доказать. А тут кладбище. Особо идти до него не надо было. Такие улицы красивые, обалдеть. Ухоженные, аккуратные. Все ровненько, красиво. На удивление, кладбище такое людное. Сегодня понедельник, 11 часов, столько людей. Рацлавицкое кладбище является самым старым в Кракове. Оно было основано в начале 19 века. Интересно, что поэтесса Вислава Шимборская, всегда избегавшая почестей, захоронена здесь в скромной могиле вдали от элитных участков кладбища. Там с подсветкой мягкой. Какие-то невообразимые вообще тут могилы. Это как дерево. Все так ухожено. Это реально как в кино попали. Маленькая машинка едет. Вот отдельно для стекла, типа мусорки. А тут рядом для бумаги, пластика и металла. Правда, я поражаюсь, как тут все ухожено. Несмотря на то, что могил много, они все в таком порядке. На фоне там поют. Не знаю, отпевают кого или это просто служба, вообще непонятно. Но туда идти вообще не хочется. В общем, оказалось, что это отпевает реально человека. И я слышу, что приближается та, которая поет. И, короче, вот сейчас идут и там прям реально кого-то хоронят. Мы
мы тут скрываемся. Удачно мы зашли, да? Обалдеть вообще. Женщина моет памятник с щеткой. Секретные материалы. Так, жить мы будем 2 дня на этой улице. Сняли апартаменты. Заселение там, правда, после 14, а сейчас только 12. Так, ну вот мы живем, получается, в 50 метрах от рыночной площади. Заезжать пока нам нельзя, так что надо болтаться. И нам разрешили на полчасика пораньше заехать. Просто погуляем, благо погодка нормальная. Был маленький дождик, и снова солнышко вышло. Ну, Артан ждет, чтобы в Макдональдс зайти, может, не знаю, попить. И смешно, что около нас Макдональдс и Бургер Кинг. Все прелести жизни около нас. Прикольно, что понедельник, день, людей куча вообще. И сейчас не лето, сентябрь. Здесь много, видимо, туристов, группы ходят, и молодежь тоже. Может, тут экскурсии приезжают. Вообще классная погодка, нам прям повезло. Тут написано, что на этом месте Тадеуш Костюшко, я так понимаю, что присягал народу польскому 24 марта 1794 года. А это... В интернете по запросу «Самый европейский город в Польше» Краков на первом месте. Но на самом деле это чувствуется. Классно. Много чего можно посмотреть. Что в Лодзе, что здесь. Все вот эти последние недели, и это вся должна была быть в тучах и дождях, а сейчас солнце. И поэтому я даже очки просто не взяла, потому что я думала, что мы просто под зонтиком будем ходить почти все время. Лимоны валяются. На втором этаже ключик в почтовом ящике. И код есть. Запах хлорки. Такая квартирка. Пахнет не очень тут. A co okazało się bardzo trafione, Ogromne. to była rezygnacja z tradycyjnego balu debiutantek. Bal debiutantek. Ale wtedy były zupełnie inne. Это балкон есть. Короче, приехали в Краков, сняли апартаменты, чтобы смотреть Доктора Хауса на польском. То есть, кстати, очень холодно, поэтому еще не раздеваешься и под одеялом. Nie powinieneś zostawiać otwartego okna w łazience. Dzięki za lekcję. Co tu robisz? Выпей чашечку чая за королеву. Торговые ряды, а там памятник. Вот это да.
искусством. Смотрите, какой пулак. Оп. И все работает. Да вода теплая, представляешь? Представляешь? Купулак. Так, это Барбакан, крепость. Сейчас гуляем по старому городу. Тут крепости все эти известные. Ну, честно скажу, что у меня не очень такое есть желание все это снимать подробно. Кстати, прикольно, что здесь только ты зонтик достаешь, раскрываешь, дождик начинается и такой не слабый. Потом раз, через 5 минут он заканчивается. И идешь зонтиком, а уже его и нет. Сейчас Вартан поделился информацией, что эту крепость построили для защиты от татаро-монгольского ига в 1280-м, да? Да. Там есть белый камень, вон там как раз. Он с тех времен, а это уже более современная надстройка. Что еще? Что еще ты мне поведел? Все. Ну, что через те ворота ходили короли, всякое знать. Да? Нашли дом, где жила Шимборская поэтесса. Вивельский замок. Прикрою свою намазанную простуду. Короче, мы поспали тут ночку в этом номере, но здесь очень холодно, вообще надо в кофтах ходить, в штанах, в носках. Реально было очень холодно. И под нами практически тут еще клуб ночной, Space Club. Короче, и он тоже шумел. Но потом было тихо, спокойно вообще спать, но очень холодно. Вартан сейчас подготовил план на сегодня. Какой? Хороший жизненный. А поточнее, поконкретнее. Сначала мы пойдем в Вивельский замок, посмотрим на огнедышащего дракона. Потом мы пойдем в еврейский район Казимеш, там погуляем. А в Ратушную башню не пойдем? Мы можем хоть сейчас зайти туда быстро. Ну да, на улице, конечно, погодка такая, не солнечная, но, по-моему, дождя нет. И, возможно, даже солнышко к вечеру появится. Там лесенки из плиток, а тут деревянная лесенка. И тут старые такие переключатели. Типа ограничить курение просят. Правда, красиво у нас вход-выход. Дискошар. Погодка снова нам делает подарок. Так, вот мы пришли к этой ратушной башне. Сейчас зайдем, посмотрим, сколько стоит. Ого. Кассы. Сказали, типа, снимать нельзя. Сказали, только фотографии сделать. Но я немножечко хочу поснимать. Чувствую себя маленьким хоббитом. Людей много, вон сколько стало. Еще один этаж. Поднимаемся дальше. Становится тяжело подниматься. Уже вообще очень резкие ступеньки. Фу, это уже 4-й этаж получается. Вау. А, то есть нельзя выйти? Нельзя выйти. Конечно, нет. Классно, да? Знаешь, как далеко видно, да? С какого-то средневекового Ну здания. да. Другая сторона. О, да. И вот это красота. Да. Вообще, небо еще.
Отлично. Мне оказалось, что вниз спускаться не страшно. И вот для чего эти штучки, чтобы держишься и чтобы не полететь. А тут еще с детьми приходят. Так, самое вкусненькое мы оставили на потом. Это? Это тоже. Как думаете, что же это такое? Я думаю, тут все уже понятно. Ну, жесть. Охренеть, он еще и полый. Ну, как это говорится, когда внутри ничего нет? Да. Ху-ху, можно мне залезть. Смотрите, что нашли. Это яйцо дракона. Ладно, не будем ему мешать. Какая музыка. Сколько людей. Сегодня вторник. Смотрите, какая резкая разница. Небо такое, а здесь тучи. Чистое небо. Тучи. Какие гигантские двери. Это собор Петра и Павла святых. Посмотрим, что там внутри. Ого! Еще один костел с органной музыкой. Вот мы прошли, не знаю, метров 200, но тут уже несколько костелов. Это просто, да, Краков, это, мне кажется, это город церквей, соборов. Сейчас идем и просто слышим органную музыку и заходим, и там можно посидеть, послушать. Ну, я думаю, что это запись органная, но классная атмосфера, впечатления крутые, необычные. И потом выходишь в мир, и тут все так тихо, спокойно. Смотрите, какая красота. Я думаю, что камера нормально передает всю глубину, цвета, краски. Снова вроде как дождь начинается, а в душе ковбой, но так в душе. Вашему вниманию магазин Le Chapeau. На любой вкус, цвет, форму, размер. Кстати, что еще бросается в глаза, что здесь очень мало барьеров, то есть мало бордюров, в основном все сглажено, то есть это очень удобно, что для ходьбы, что для велосипеда. Вот. Такая особенность в Кракове. Побывав в Польше, понимаешь, что неотъемлемой частью каждого города Польши является такой магазин «Жабка». Это как бы кафетерий, потому что там продаются и кофе, и чай. А зачем? Чтобы иметь возможность право работать по воскресеньям, потому что по воскресеньям обычно в Польше магазины продуктовые, продовольственные, ну, в смысле, и с вещами не работают. Такие шкатулочки. Таким прекрасным солнышком встречает нас еврейский квартал. Я бы говорил не еврейский квартал, просто называл бы, как он называется. А как? Казимеш. Что прочитай, потом говори. Я думала, ты прочитал и уже говоришь. Ну ничего,
Главное, что здесь красиво. На каждом шагу можно найти что-то, чем можно восхищнуться, куда-то зайти, посмотреть костел. Да, везде двери открыты, можно зайти помолиться, не знаю, посмотреть, что внутри. В общем, куча эстетического удовольствия. И не очень эстетические, красивые рекламы. Иногда, боже. А вот тут еду, по-моему, раздают. Да, центр помощи. Короче, становится совсем жарко, так что во рту пора расчехляться. В общем, мы проголодались, поэтому выбираем себе местечко, чтобы посидеть, покушать, отдохнуть и потом дальше продолжать знакомиться с Краковом. Этот памятник напоминает о мучениях 65 тысяч польских граждан еврейской национальности из Кракова и его окрестностей, убитых нацистами во время Второй мировой войны. Группа туристов из Германии. Набрели на еврейский музей. Очередное красивое место. Вопросовый, это музей инженерии и техники. Пивоварня. Все в брусчатке красивой. Очень тихо, кстати. И стало удивительно тепло. После 10 градусов. Холода стало. Сейчас уже на градусов 17. Если не 18 на солнце. А кто-то берет себе такую экскурсию на мини-машинке. Идешь, так идешь и заглядываешь сюда. А здесь такая красота. Смотрите, просто кадры с Гарри Поттера, например. Суперски. Стена старая, вот это внизу, видимо, идет. Что сохранилось. А это дом 1891 года. В общем, время идет, а мы так до сих пор ничего не нашли, где сесть покушать. Либо очень дорого, потому что это, видимо, такой район туристический. А так, либо просто кафешки какие-нибудь. Либо вино. Все, пока. Будь здоров. Правду говорю. Что мы до сих пор в поисках. Опять же мансарда такая красивая. Еще с таким фоном. В общем, это польская традиционная кухня. Посмотрим, что тут есть. Классное место. Тут внизу очень много места. Гитара на стене, приятная музыка. Освещение на балкон. Здесь мы сели. Тут тоже много зелени. Солнышко. Улица классная. Сидим, ждем. Мы выбрали хумус с картофельными палочками и по супу. Так, вот постепенно нам приносят. В общем, это хумус с баклажанами, а это хумус с перцем болгарским. Вкусно? Это паштет. Кусковой. Прикольно. А это сладкий хлеб. Вот мой суп томатный. Алажана прикольная штука. Зурек. Традиционная. Зурек или журек? Журек, наверное, правильно. Суп в хлебе. Прикольно. Ну-ка, снимай.
Снимай, снимай, снимай. Пошел, пошел, пошел. О, Яйца, колбаса. яйцо и сосиска, короче. Они мои сны заглянули, исполнили. Приятного аппетита. Ну, похоже на какой-то огуречный суп. Да. Огуречный грибной, да. Так, у меня суп, в общем, там 2 кусочка сыра и базилик. Ну, прикольный томатный суп. Получилось у меня вот это стоит 20 злотых. Вот это блюдо уже не очень красивое, стоило 23 злотых. И у Артана журок стоит в хлебе 26, а без хлеба 21, по-моему, да, злотых. Ну, такая куча еды, а вот это, видимо, это как закуску дают перед супом. Вот паштет, хлебушек и хрен сладкий. И вот эта вся куча еды получилась на 69 злотых. Это где-то 1100 рублей. Все, что осталось от журека. Суп мне не понравился. Я что-то не знаю, где была моя голова, когда я заказывала томатный суп. Вот мы и пришли на берег. Какой реки, Вартан? Скажи, чтобы я недолго позорилась. Какая-то река. Я не знаю, Висла, наверное. Тоже Висла. Да, Висла. Как и в Варшаве. Синий мост, похоже чем-то на Вроцлавский. Как дерево упало, сшибло этот забор, и вот были. Так, в общем, решили мы в этот замок зайти. Похоже, что это вход в сам замок. Неплохой такой подъем. Пологий, но долгий. Вот и вход, ворота. Опять же узнаем, сколько стоит. Вот тут вот на польском, на английском. Пока бесплатно, непонятно, где тут будет плата или нет. Там Рапунцель, наверное, живет. Не поверите, что здесь есть. Здесь самого Верстероса. Из-под Джеффри забрали. Вот это да. Вот ради чего в Краков стоит ехать. Та-да-да-да! Вот продолжение видео. Ну так тут внутри выглядит. Тут газон подстригает машинка. Красивые места. Тут даже почта есть польская. Говорили, что такое Короче, уже 4 часа дня, уже сил нет гулять, ходить, поэтому мы покидаем этот замок, так и не зайдя в него, там по залам не ходили, выставки не смотрели. Пойдем сейчас домой отдыхать, набираться сил, а потом посмотрим, может завтра вернемся, а может нет. Такое красивое здание еще. Столько всего, что уже задолбалась посмотреть. Да. Так что надо реально находить время, отдыхать, чтобы снова с новыми силами, эмоциями возвращаться и наслаждаться. А то так получается, что уже в минус, да? Про отношения Штатов и России. Личные отношения. Серцем життя і золоте вишиття, і золоте
золоте вишиття. Всем доброе утро. В общем, мы решили уезжать сегодня. Все вещички мы уже собрали. Последние Вартан упаковывает. Это розочка Вартан мне подарил. И поедем в наш любимый домашний лодь. Оставляем ключик в этом ящичке. В 8 утра тут еще рабочие машины стоят. И вообще выглядит по-другому без туристов. Это рыночная площадь. Все идут либо на работу, на учебу, наверное. Прикольно, видишь, розочка. Очень импозантно. Короче, мне кажется, мы вовремя уезжаем, потому что такая погода снова пасмурная, никакого проблеска. Да. Не так жалко уезжать. Жалко, что в музей не закрыт. Да, хотя ремонт там в подземелье, рынок подземельный. Но вчера он только до 2 работал, именно только вчера. В Закопаны тоже не поехали, потому что вчера я звонила в один отель, и там владелица сказала, что погода у них плохая, дожди, вообще тучи, дожди, и маловероятно, что вообще будет солнце в ближайшие дни. Так что толку в горах, в холоде, в дождях и тучах, и тумане особо нет. Серьезно, так непривычно пустынные улицы. Памятник Грунвальду, он лежит там. Вот и туристическая группа уже исследует Краков. Экшен такой. Уже вторые полпулаки сегодня. Непонятно, куда мы именно идем, но вот тут есть прикольная стоянка для велосипедов. Иду. Пока мы еще не знаем, на какой у нас, да? Пожалуйста, еще один. Тут есть на вокзале пункт помощи на временное проживание для украинцев. Это еще пункт по волонтерству. Вокзал в Кракове немножко такой мудреный, посложнее, чем в Лодзе и даже в Варшаве. Тут есть информационная доска, селфи-камера. Ну вот и наш уже поездик есть. 7-й у нас вагон. Сложный замок, что уже двое застревали и приходилось вызывать помощь, чтобы они открыли, потому что там какой-то этот рычажок, он не очень работает по этой системе. Мы уже почти приехали, уже минут через 20 будем в Лодзе. Чуть-чуть опоздали. Ну, вот встречает нас солнышком, правда тоже тучки, в принципе тепло. Вот. Уч, Вицев. Это район, мы тут еще, кажется, даже не были. Но билеты были только до сюда. Вот, да, в туалет пошел. Я с розочкой красивой. Так быстренько, в принципе, время прошло, потому что всего лишь 2:40 мы ехали. Это самый быстрый рейс. Вот так. Так что здесь так тихо. И все. Такие конфетки очень вкусные. С витамином С. И без сахара.